человек подвергает жизнь опасности, чтобы помочь львице родить на свет детеныша. Однако спустя мгновение случилось нечто потрясающее. Уважаемые зрители, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. Нам действительно любопытно узнать, из какого вы города. Приятного вам просмотра! В безмольных просторах Африки обитали два льва, взрослый самец и его спутница, много лет жившие на воле. Они часто охотились вместе, бесконечно кочуя по саванне. Однако по мере изменения климата существование становилось суровее, реки мелели, добычи оставалось все меньше. Поэтому львы решили оставить прежние земли и отыскать новые, более спокойные места. Они преодолели сотни километров, сталкиваясь с голодом и опасностями со стороны иных хищников. Каждую ночь самец бодрствовал, пока львица имела возможность немного отдохнуть и восстановить силы. По прошествии многих недель они учуяли запах свежей воды и следы диких зверей, которые вели к природному заповеднику Килама. Эта территория считалась одной из крупнейших охраняемых зон в регионе, славилась обширными пастбищами и разнообразной экосистемой. Оказавшись там, оба льва сразу стали исследовать местность, выискивая, где можно укрыться. Они замечали патрульные автомобили, сторожевые пункты и ограждения, но не осознавали их назначение. В это же время в заповеднике двое сотрудников, Бен и Элла, начали замечать признаки появления необычных визитеров. Бен был опытным водителем патруля, привыкшим ежедневно объезжать саванну для наблюдения за состоянием животных. Элла специализировалась на изучении поведения и тщательно отмечала любые перемены в жизни обитателей заповедника. Они очень удивились, обнаружив крупные львиные следы у главной реки. Решив вести наблюдение издали, они хотели удостовериться, что с новой парой не произойдет беды. По ночам самец часто ревел, помечая территорию, а львица, не освоившаяся на новом месте, была беспокойна и постоянно перемещалась. Бен и Элла молча наблюдали, фиксируя состояние здоровья и повадки пары. Хотя львы казались изможденными, у них еще хватало сил охотиться на мелкую дичь вроде антилоп. Элла обратила внимание, что львица иногда двигается медленно, и высказала предположение о ее беременности. Бен согласился. Он видел, что самец стал охранять подругу гораздо бдительнее. Оба сотрудника волновались и радовались одновременно, ведь возможное потомство – добрый знак для программы сохранения вида. Спустя 4 месяца живот львицы явно округлился, походка стала более тяжелой. Бен подготовил в машине нужное оборудование на случай чрезвычайной ситуации. Элла продолжала внимательно следить, записывая периоды ее отдыха, питания и общее состояние пары. Все в заповеднике надеялись, что роды пройдут благополучно. Но возникло осложнение. У львицы начались тяжелые, затяжные роды, мучившие ее 2 суток. Оба льва метались, львица тихо стонала от боли, самец нервно расхаживал вокруг. Бен и Элла понимали серьезность момента и опасались, что без помощи львица может умереть. Однако ввести ей анестезию было нельзя, роды уже начались, и любое вмешательство могло навредить. Усыплять самца тоже было рискованно, львица могла испугаться, растеряться или даже напасть. Бен и Элла решили положиться на профессиональный опыт и собственную отвагу. Они подъехали ближе, внимательно следя за реакцией самца. Увидев машину, лев грозно заревел, его грива встала дыбом, он был настороже. Львица лежала, почти не двигаясь, тихо поскуливая в приступах боли. Элла прошептала, что медлить нельзя, иначе львица может погибнуть. Бен согласился, медленно выходя из автомобиля, не отрывая взгляда от львов. Элла шла за ним, держа в руках медицинский набор, включавший препарат, облегчающий роды. 2 людей и 2 льва оказались ближе, чем когда-либо. Самец прорычал и сделал шаг вперед, защищая подругу, но не напал. Возможно, он почувствовал отсутствие угрозы. Элла осторожно приблизилась и мягким голосом стала успокаивать львицу.
Бен стоял рядом, готовый в любой момент отступить. Постепенно львица расслабилась, ее взгляд стал спокойнее, и она позволила Элле прикоснуться к животу. Элла ввела лекарство, помогая ей набраться сил. Самец тихо ворчал, но не атаковал. Сотрудники медленно отступили, давая препарату подействовать. Почти 2 часа львица переживала сильные схватки, и, наконец, на свет появился крошечный львенок. Самец подошел, облизывая малыша, а львица тяжело дышала, ее глаза светились счастьем. Бен облегченно выдохнул, увидев движение новорожденного. Элла быстро осмотрела львенка, серьезных проблем не обнаружилось. Она ввела львице еще дозу поддерживающего средства для ускорения восстановления. Самец взглянул на людей, будто молча благодаря их. Бен и Элла отошли, позволив семье побыть вместе. Львенок дрожал, но выглядел здоровым, львица нежно облизывала малыша. Сотрудники наблюдали из машины, переполненные радостью. Они назвали самца Кан, львицу Мира, а львенка Рем. Кан означала сила, Мира, свет, Рем, новое рождение. Убедившись, что с Мирой все в порядке, Бен завел двигатель, а Элла продолжала наблюдать за львами. Машина медленно удалилась, оставив семью под ласковым ветром. На следующий день Кан и Мира стояли на склоне, наблюдая за патрульным автомобилем. Рем, еще совсем маленький, бегал рядом с матерью и иногда с любопытством поглядывал на людей. Самец больше не ревел при их приближении, между ними установилось взаимное доверие. Элла была уверена, что семья будет процветать под защитой заповедника. История Кана, Миры и Рема стала примером того, как человек и дикая природа могут найти взаимопонимание. Заповедник гордился этим удивительным событием. И каждый раз, замечая патруль, Кан, Мира и Рем поворачивали головы, словно говоря свое тихое «спасибо». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!